Максим – российская эстрадная исполнительница и автор песен. Успех к ней пришел с выходом альбома «Трудный возраст». В 2000-х не было ни одной девушки, которая не страдала вместе с Максим. Сердца миллионов поклонников были покорены трогательными, романтическими, нежными балладами о бесконечной любви. Сегодня каждый поклонник исполнительницы надеется, что после перенесенной тяжелой болезни Максим вновь будет радовать хитами. В личной жизни Марины Абросимовой все складывалось не так просто. Каждый возлюбленный Максим оставлял отпечаток в душе. Об этом и многом другом мы решили рассказать вам, но обо всем по порядку. Марина Абросимова, а именно такое имя получила певица при рождении, родилась в городе Казань 10 июня 1983 года. Родители будущей вокалистки никакого отношения к искусству и к музыке в частности не имели. Отец Марины работал простым автомехаником, а мать – воспитателем в детском саду. Еще в детские годы Марина интересовалась музыкой, поэтому она достаточно рано стала посещать занятия по фортепиано и вокалу. Помимо увлечений музыкой, Марина посещала спортивную секцию по карате. В данном виде искусства она также преуспела, получив в свое время красный пояс по боевому искусству. В детские годы она была достаточно эмоциональным подростком и переживала из-за всяких мелочей. Из-за одной ссоры с родителями девочка даже сбежала из дома. В этот период будущая звезда сделала первую художественную татуировку, которая впоследствии была немного видоизменена. Эксперименты с цветом волос были привычным делом и практически никого не удивляли. Бунтарский характер проявлялся практически во всем. И именно он стал причиной, по которой Марина так и не смогла закончить высшее образование в КГТУ имени Туполева, куда она поступила на факультет связи с общественностью. Первые осторожные шаги в направлении музыкальной карьеры были сделаны исполнительницей еще в период учебы в старших классах школы. Затем в 15 Абросимова точно знала, что хочет связать свою жизнь с выступлением на эстраде. После того, как Максим оказалась в столице огромной России, она стала готовить музыкальный материал, необходимый для записи полноценного первого альбома. После этого начался этап поисков хорошей звукозаписывающей студии, готовой работать с неизвестным исполнителем. Ее выбор остановился на Galo Records. Марина обратилась к руководству, продемонстрировав видеозапись, на которой 15-тысячная аудитория концертного зала в Санкт-Петербурге поет вместе с ней песню, написанную самой исполнительницей. Компания Galo Records, находясь под впечатлением, дает отмашку для начала сольного проекта девушки. После того, как на экранах телевизоров появился клип на песню «Нежность», волна популярности просто накрыла Максим. Композиция разместилась на первом месте чарта радиостанции «Русское радио» и продержалась там на протяжении 9 недель. Личная жизнь исполнительницы, так же как и быстрый карьерный рост, была наполнена бурными и в то же время драматическими событиями. У Марины Сергеевны было несколько попыток обзавестись полноценной счастливой семьей. Первые слухи о романтическом увлечении звезды появились сразу же после выхода клипа на музыкальную композицию «Отпускаю». Говорили, что исполнительница увлеклась одним из актеров, снявшимся в ее клипе, и у них бурный роман. Молодым человеком оказался никто иной, как Денис Никифоров. Однако молодые люди не спешили подтверждать или опровергать появившиеся в прессе слухи. Первым официальным супругом певицы стал Алексей Луговцов. Свадьба со звукорежиссером прошла в 2008 году на острове Бали. Молодые супруги хотели полноценную семью, а потому уже 8 марта 2009 года праздновали рождение своей дочери Александры. Но этот брак продлился лишь 3 года, после чего звездная чета официально объявила о своем разводе. После развода фанаты заговорили о романе Максим с одним из участников музыкального коллектива Animal Jazz. Однако отношения с Александром Красовицким так и остались на уровне романа, не перешедшего во что-то более серьезное. В 2014 году пара рассталась, после чего Красовицкий впал в тяжелейшую депрессию. Освободиться от этой боли мужчина смог не скоро. Поначалу думал, кому верить, если тебя предает человек, на которого ты поставил все? Но это была моя личная проблема. На самом деле человек меня не предавал, человек полюбил другого. Это обычная житейская история, которую я превратил во вселенское зло, поведал Александр Красовицкий. Там был мощный мужик, в которого она влюбилась, олигарх. Она хотела, чтобы ее мужчина был сильнее ее, во многих смыслах, в том числе и богаче. Для нее это и есть опора. Я же ей мог дать только взаимопонимание. Следующим избранником певицы стал известный в бизнес-кругах Антон Петров. К концу того же года девушка родила своему возлюбленному дочь Марию. Отношения, которым предсказывали долгое совместное будущее, неожиданно для поклонников закончились, не успев толком развиться в 2015 году. Уже в следующем году вездесущие журналисты рассказывали о возобновлении романа между Абросимовой и Александром Красовицким.
Как и прежде, пара никак не комментировала эти слухи, касающиеся их личной жизни. Позже исполнительницу заметили на концерте предполагаемого возлюбленного, однако комментариев не последовало. А потому все сошлись во мнении, что это мог быть обычный дружеский визит и ничего более. После появления дочери Марии певица заметно поправилась. Для того, чтобы привести внешность в порядок, она села на диету и спустя время достигла желаемого результата. На этом Максим не остановилась, и при росте в 160 сантиметров ее вес через некоторое время составлял уже 45 килограмм. Преображение заметили абсолютно все, о чем фанаты не один раз сообщали девушке в комментариях в ее соцсетях. Некоторые, особенно рьяные фолловеры, беспокоились, что Максим больна анорексией, на что певица лишь улыбалась. Девушка стала больше времени уделять спортивным тренировкам и вскоре демонстрировала откровенные фото в купальнике. По ее словам, таким кардинальным переменам поспособствовало новое увлечение – боксом. Среди любимых хобби девушки также верховая езда и регулярные тренировки, которым она уделяет достаточно много времени. Свою новую любовь Максим прячет от общественности. Известно, что пара знакома уже давно. Мужчина не раз признавался ей в любви, однако певица держала его на расстоянии. Но настойчивый ухажер сумел добиться своего. В 2018 году, чтобы засекретить эти отношения, певица сняла в клипе на песню «Дура» своего бывшего супруга Алексея Луговцова. Тогда СМИ принялись писать, что пара воссоединилась, чего Максима добивалась. О ее новом романе так и не узнали. «Я не могу назвать его имя, это его желание», – подчеркнула артистка. Он немногословный человек, который свое отношение показывает поступками. Возлюбленный Максим был рядом и в один из самых сложных периодов ее жизни. В 2019 году Марина попала в ДТП, после которого несколько месяцев провела на больничной койке. У нее были серьезные внутренние повреждения. До конца не восстановившись, она решила вернуться к концертной деятельности. Однако сил выступать у нее не было. В тот момент звезда пристрастилась к алкоголю. Дважды в этом состоянии она оказывалась в реанимации. Но ее это не останавливало. Мой молодой человек нанял охрану, и меня под белорученьки увезли почти на год, посадили под замок. 4 часа в день психологи, 3 часа спорт. Первое время у меня не было ничьих телефонов, кроме родителей, детей и батюшки. По выходным я могла ездить только на исповедь, из интервью Максим. Благодаря реабилитации, поддержке дочек, родителей и молодого человека, певице удалось побороть пагубную привычку. В 2021 году, после релиза песни «Спасибо» и клипа на нее, исполнительница вернулась на сцену. 12 июня 2021 года Максим выступила со своими хитами в родной Казани. Буквально на следующий день, после того, как у артистки температура поднялась до 39 градусов, ее госпитализировали. Через пару дней Максим вышла на связь в соцсетях, рассказав, что многочисленные тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Но 19 июня стало известно, что ее ввели в состояние комы. Только спустя месяц звезда эстрады открыла глаза. Первое время она общалась только жестами и с трудом делала вдохи. По этой причине она постоянно была подключена к аппарату ИВЛ. Еще некоторое время состояние девушки считалось стабильно тяжелым. Август 2021 года порадовал сообщением о том, что в здоровье Максим наметилось улучшение. Она стала дышать полностью самостоятельно и немного передвигается по больничной палате. 13 числа артистку отпустили домой, прописав покой на время реабилитации. После перенесенной болезни на шее исполнительницы остались небольшие шрамы, в том месте, где у нее стояли трубки. А вот отметина на переносице, о которой знают все поклонники, появилась еще в детстве от банального удара о стол. На сегодняшний день здоровью артистки ничего не угрожает. В дальнейшем она не планирует активную гастрольную деятельность, а посвятит больше времени семье и развитию открытой школе искусств. Друзья, давайте пожелаем Максим петь, мечтать, творить, любить, стремиться, верить и всегда побеждать. Пусть жизнь расписывает счастье по веселым нотам, пусть голос твой весь мир воодушевляет и радует. Желаем здоровья, вдохновения, неугасаемого света славы и удачи.